Давайте покажу интересную систему риггинга. Может использоваться в различных схемах, таких как экскаватор, разные поршневые, гидравлические системы, к примеру, подвеска автомобиля и так далее. В общем, значит, есть такой меш, и я создал к нему несколько, ну, то есть 4 кости, вот, и прискинил. То есть сейчас у нас модель заскинена. Заскинена она у нас, смотрите, каким образом. Ну, соответственно, это рутовая главная кость, за ней идет вторая, отвечающая за поршень, дальше второй шарнир, и последняя кость, она тоже отвечает за поршень, но также она отвечает за третий шарнир. Еще одной кости нам просто не требуется. Ну, мы можем, используя всего лишь 4 кости, добиться желаемого результата. Итак, давайте приступим. Первое, что нам нужно понять. Для управления всей этой конструкцией нам нужны контроллеры. Давайте создадим локаторы. Ну, конечно, можно создавать все что угодно, но начнем с локаторов. И сразу поместим их в группы для того, чтобы размножить, ну, поздвигать. Так, давайте сразу же сдублируем. Группа 2, локатор 2. И группа 3, локатор 3. То есть у нас будет 3 набора локатора для всех 3 шарниров. Ну, я думаю, понятно, что вот здесь могут быть и кулачковые шарниры, любые. Вот, и давайте с помощью групп поставим в нужное место их. То есть... это у нас третий. Третий у нас сюда. Ну, пусть будет так. Ровно. И второй надо сюда. Так, смотрите. Я предлагаю локаторами делать управление этим всем ригом. Ну, это, в принципе, логично. Но для того, чтобы наши констрейны, которые мы сейчас будем использовать, для того, чтобы они у нас не висели на локаторах, чтобы их не было видно вот здесь, давайте еще создадим группы и поместим эти группы дополнительные в сам внутрь локатора. Я потом покажу для чего. На них будем использовать констрейны. Значит, давайте создадим группы, только сделаем наоборот. Не локатор в группе, а группа в локаторе. Здесь точно так же. Я нажимаю горячую клавишу P, это parent. Все. То есть теперь у нас, значит, есть управляющие локаторы, а есть группы, на которые мы будем назначать констрейны, чтобы ничего это не мешалось. Вот. И что следующее нужно пояснить. Нам для всего вот этой конструкции, для всего этого рига, также требуется еще главный контроллер, с помощью которого мы будем весь этот риг перемещать. Ну, к примеру, если вы сделаете это как подвеска автомобиля или ковш экскаватора, или, ну, это, правда, не сильно тянет на ковш, ну, к примеру, да, вам нужно эту штуку будет передвигать по сцене. Соответственно, нужно это все правильно оформить, чтобы это правильно, ну, чтобы оно работало не только вот в таком положении, а в любом. Соответственно, давайте создадим главный контроллер из, например, из вот такой кривой. Вот. И она будет всем этим делом двигать. И давайте сразу же в эту кривую поместим все наши созданные группы. Тоже горячая клавиша P. Вот. Теперь у нас с помощью этой главной группы можно перемещать наши локаторы. Так, следующее. Нам нужно каким-то образом связать наши джойнты и наши локаторы. Ну, соответственно, это делается констрейном. Но только смотрите, будьте внимательны, если вы сейчас напрямую соедините, к примеру, локатор и joint и создадите констрейн, конечно же, все будет работать. Но вы не забывайте, что у вас есть еще группа снизу, на которую мы потом в будущем будем вешать констрейны. И, соответственно, если вы так сделаете, эта группа, она просто не будет, ну, скажем, она не будет работать в дальнейших наших манипуляциях. То есть она просто останется в
не при делах, потому что у нас будет все завязано на локатор, локатор будет передаваться через ноды, через констрейны перемещения, трансформации на джойнты, а группа, она останется просто неудел, то есть она никак не будет взаимодействовать в ригинге. Поэтому нам нужно создавать констрейны именно с группой, то есть выделяя группу и только тогда создавая констрейн на joint. Не забудьте здесь все обрезетить, если не стоит галочка maintain offset, поставить maintain offset для того, чтобы у вас был, если у вас не обнуленные транслейты, чтобы у вас это все учлось и создался специальный offset. Раз. Так, создали, то есть можем видеть, вся конструкция уже двигается. И точно так же давайте сделаем и для этой части рига. Parent. Вот. И здесь точно так же. Смотрите, здесь у нас джойнта нет, но мы используем вот эту крайнюю. Все. То есть система сейчас работает так. Мы не будем, кстати, вот так крутить. Мы будем только перемещать наш риг. Ну, таков план. Поэтому, в принципе, вот сейчас на данный момент кости двигаются как нужно. Так, и что делать с поршневой костью? То есть ее тоже нужно как-то задействовать. То есть надо, чтобы наш поршень полностью уходил сюда, правильно? Соответственно, если мы подвигаем, например, поршень наш и поймем, что у нас поршень двигается по оси X, да, то что это означает? А это означает, что когда мы двигаем вот этот локатор, нам нужно на такую же позицию смещать вот эту кость, чтобы эта вся конструкция внутрь задвигалась. Поэтому, соответственно, мы можем, в принципе, даже не используя группу, потому что группу мы будем использовать для ротейшенов в будущем. В принципе, мы можем прямо отсюда и прямо сюда назначить paint constraint, вернее, и point constraint. Тоже не забудьте проверить, чтобы у вас здесь стояла галочка maintain offset. Вот. И, как я уже сказал, у нас здесь перемещения идут по оси X, поэтому, в принципе, Y и Z мы можем просто обрубить коннекшены. Ну, нам они просто ни к чему. И теперь, когда мы двигаем вот этот локатор, мы видим, что поршень у нас работает. Ну, правда, не работает все остальное. Вот. Что нужно теперь сделать со всем остальным, чтобы все остальное работало? Смотрите, для того, чтобы, например, когда мы двигаем, к примеру, этот локатор, для того, чтобы вот эта кость смотрела на вот этот локатор, мы можем использовать специальный constraint, называется aim constraint. То есть, по сути, aim, ну, это типа как цель. Он постоянно будет выцеливать, один локатор будет выцеливать другой, то есть постоянно будет смотреть, следить за ним. То есть, соответственно, здесь тоже и здесь тоже. Поэтому давайте для вот этого локатора сделаем aim constraint. То есть делается так. Сначала выделяется, как и обычный, то, чем мы хотим управлять, и дальше constraint. Ну и как я уже сказал, для этого у нас будут группы. Мы не будем кидать им constraint прямо напрямую. Поэтому давайте выделим здесь, а здесь мы выделим группу. То есть не забываем. Тоже ставим, обрезечиваем, ставим галочку maintain offset, чтобы не улетело ничего. Там могут быть развороты и на 90 градусов. Вот, у нас создался constraint. Теперь, если мы подвигаем, например, вот этот локатор, можем видеть, что у нас шарнир постоянно смотрит на него. Вот, то же самое, конечно же, нам нужно сделать и с этим. Соответственно, точно так же выделяем. И здесь выделяем тоже группу. И делаем aim. Вот, уже что-то происходит. Мы можем видеть, здесь у нас происходят некоторые незапланированные вращения. Мы в дальнейшем будем с этим бороться. Это происходит, ну, есть такое понятие кватернион. Это происходит из-за того, что несколько осей одновременно накладываются друг на друга, например, 180 градусов и минус 180 градусов, или 180 и 180 градусов. И они взаимоисключают друг друга, поэтому просто Майя, она не может понять по оси, в данном случае Y, она не может понять, в каком направлении у нас повернута вся система. И поэтому происходят вот такие вот штуки. То есть
у каждого объекта в сцене существует понятие вектор направленности. Вот. И вот, например, у этого объекта на данный момент это y. Ну, вы не думайте, что если сюда как бы сейчас направлена наша ось y, то это обязательно вот именно ось y, это как бы вектор. Но в данном случае это именно y. Вот. Давайте дальше. Теперь, значит, что нам надо сделать? Теперь нам то же самое сделать с центральным. Да, чтобы когда... Ну, здесь у нас все работает. Оно и само работает. Вот. А здесь нам нужно то же самое проделать. То есть вот у нас пустующий сейчас constraint. Соответственно, тоже давайте назначим так. И вот на центральную часть тоже третий по счету aim constraint. И теперь, когда мы вот так будем двигать, здесь у нас все будет срабатывать. Соответственно, здесь тоже будет все срабатывать. Ну, понятно, что так оно изгибаться не может. Ну, как бы, если вы захотите сделать другой шарнир, то ничего вам не помешает. Вот. И теперь можем посмотреть, что будет в случае, когда мы будем вращать наш main контроллер. И мы можем видеть, что при вращении у нас происходят вот такие вот незапланированные вещи, которые, ну, я думаю, всем понятно, что это ни в какие ворота не лезет. Вот. Как с этим бороться? Для этого в настройках aim constraint существует раздел World Up Type. И здесь можно выбрать тип вектора. То есть в данном случае у нас вектор смотрит, по сути, вернее, сейчас в данном случае у нас направление идет именно по вектору и именно по оси Y. Но когда мы вращаем main контроллер, соответственно, эта ось у нас сбивается. То есть она, в отличие от world, да, она смотрит, просто начинает смотреть в другом направлении. Соответственно, у нас здесь происходят такие вот трансформации. То есть это довольно тяжело объяснить. То есть, по сути, это как двойные rotate-трансформации. Вот. Как с этим бороться? Для этого существуют разные типы, скажем, разные типы векторов, ну, можно сказать, не векторов, ну да, по сути, векторов, которые мы сейчас будем использовать. И мы будем в данном случае использовать именно Object Rotation Up. И вы можете видеть, что когда мы выделяем, здесь появляется вот такая вот область. Вот. Что это значит? То есть мы можем для вот этих трех aim constraints мы можем использовать какой-то дополнительный объект, к примеру, локатор, который будет нам постоянно указывать направление нашего вектора, то есть направление, куда нужно вращать всю эту конструкцию. И здесь можно вбить его просто имя. Вот. Давайте создадим локатор, который у нас будет как раз за это отвечать. И сразу поместим в группу его. Давайте сюда сразу поместим, чтобы он недалеко отсюда был. Вот. Его, кстати, не обязательно в определенное место ставить. То есть он у нас будет отвечать только за вращение, поэтому все равно куда. Вот. И давайте сдублируем его имя. Локатор 4. И, конечно же, выберем вот этот данный constraint, aim constraint, и сюда скопируем его имя. Смотрите, пока что ничего не произошло, но давайте проверим, работает или нет. Нет. Работает криво. Соответственно, нам нужно поменять ось. Давайте попробуем ось X. Значит, я Y удаляю, делаю X. Видно, что все поломалось, поэтому, скорее всего, ось Z. Вот. Ось Z сработала. И теперь, когда мы вращаем наш объект, то есть мы можем видеть, то точно так же у нас вращается и наша вот эта конструкция. Вот. И, соответственно, теперь
когда мы, например, вот этот локатор мы поместим в наш main контроллер, допустим, и теперь повернем всю нашу конструкцию, видим, что магическим образом другие наши нетронутые aim-констрейны поломаны, а этот нет. Этот всегда следует ну, скажем, всегда будет следовать за rotate Y локатора 4. То есть вы можете с помощью вот этого локатора, вы можете управлять дополнительно этой системой. То есть вы можете, например, этот локатор поместить вот сюда в середину, куда вам хочется. Вообще вместо локатора сделать, к примеру, кривую, ну, какую-нибудь кривую. И когда вы будете вращать эту кривую, тут залочить, например, все вот эти lock and high select, залочить все вот эти атрибуты. И когда вы будете вращать этот локатор, вы можете видеть, что шарнир ваш вращается, как вам нужно. Вот давайте вернем на место нашу вот эту штуку. Вот. Первый у нас сделан. Давайте теперь по-быстрому сделаем остальные. По такому же принципу тоже добавляем, не забываем в группу. Ну, я думаю, выносить не обязательно. Давайте вот сюда поместим, чтобы красивее было, чтобы видно было, что это именно вот для этого нужно. Опять копируем его имя. Смотрим, где у нас aim constraint, который отвечает за вот эту область. Выделяем. Выбираем здесь Object Rotation Up. То есть вы можете посмотреть, здесь есть Object Up. Это то есть вместо Rotation будет использовать Translate. То есть это что значит? Куда бы вы ни сдвинули этот локатор, вверх, вниз, у вас постоянно вот эта вся система, она будет как aim constraint следить за этим локатором. То есть в каких-то случаях это тоже можно использовать. Вот. И давайте сюда сдублируем название. Вот давайте посмотрим. Ну, смотрите, тут сразу заработала эта вся система, то есть, значит, правильно ось подобрана. И по какой оси? По оси Z. Все остальное мы можем залочить. Все, ну, типа, чтобы красиво все было. Вот, и давайте быстро сделаем третью группу. Третья, это у нас для вот этого маленького цилиндра. Это практически ничего не будет видно, но, конечно же, мы его сделаем. Опять дублируем название. Ищем нужный aim constraint. Ставим имя. Смотрим, получилось или нет. Не работает. Значит, меняем ось. Давайте попробуем эту ось. Работает. Значит, все нормально. И как и с первой, не забывайте добавлять в иерархию нашего main контроллера, иначе ничего не будет работать. Теперь, когда мы это все дело сделали, у нас при перемещениях и превращениях вся эта конструкция работает. То есть если вот мы сдвинем и, например, начнем двигать вот эту всю штуку, то оно все начнет работать. Да, здесь, я думаю, видно, что наши локаторы, с помощью которых мы вращали эту конструкцию, они остаются на месте. На самом деле можно сделать так, что они будут постоянно следовать за конструкцией. Но это дополнительно усложнит урок. Я думаю, может, когда-то в будущем я покажу, как можно это сделать. Главное сейчас, что это все дело работает. Давайте покажу, что можно сделать, к примеру, из такой схемы. К примеру, если мы развернем вот так, да, и я здесь заготовил 3 объекта вот таких красивых. Вот, соответственно, к примеру, если вот у нас есть колесо, давайте я приконстрейну это колесо к нашему локатору, который вот здесь. Вот, соответственно, и проанимирую. Наверное, давайте я это колесо засуну в группу. Соответственно, я приконстрейну группу, а колесо, к примеру, пусть крутится. Заанимируем его. Вот.
Сделаем здесь линейно, чтобы колесо все время крутилось. Вот. Судя по всему, надо немножко его ускорить и в другом направлении. Так, крутится. И теперь, если, например, перемещать, ну, к примеру, давайте сделаем, как будто колесо по кочкам едет. Не обращайте внимания на вот такие пробелы. Вы же понимаете, что эта конструкция вся сделана чисто для теста. Вот. Соответственно, это все можно сделать красиво. Главное, что оно работает. Вот также вы можете сюда подключить и пружину тоже. Вот, у пружины есть параметр, называется height. Вот, ну, есть у нее небольшой минус. Когда вы работаете с этим параметром, у него пивот находится по центру, то есть, соответственно, постоянно приходится смещать всю пружину на какое-то определенное расстояние. Это на самом деле можно автоматизировать. То есть, например, вы делаете так. Вы, например, увеличиваете height с 2,5, к примеру, до 3,5, но при этом вы смещаете всю эту конструкцию вниз на определенное значение. Это можно сделать с помощью driving key. Вот, и попробуйте, если вам интересно, довольно просто попробуйте сделать такую систему. Вот, ну и помните, что если, например, приконстрейнить вот эти вот локаторы, покрутить, то здесь у нас тоже вся эта конструкция, вся эта тележка работает. То есть мы можем и подключить сюда, конечно же, хеликс наш, ну это хеликс, это пружина. Вот. То есть, соответственно, все это дело тоже можно быстро заанимировать. Это и оно и вращается, как хочешь. В общем, то есть это можно сделать все, что угодно. Думаю, эксперименты с этим, может, кому-то будет интересно поставить. Ну вот. Можно еще дополнительные сделать группы, чтобы и колесо в правильном направлении вращалось, то есть они как сейчас. Вот. Ну, я думаю, на этом урок можно заканчивать. Вот, если кому-то интересно, предлагайте другие темы, какие-то другие конструкции, будем разбирать.